Этот случай произошел в 2002 году. Мне тогда исполнилось 17 лет, мы с мамой поехали в дом отдыха рядом с поселком Поварово. В том году сильно горели торфяники, с утра все было затянуто дымом и пахло гарью, отдыхающих было мало, большинство пенсионеры и маленькие дети. Единственное, чем можно было разогнать скуку, взять в прокат велосипед. Я садился на него сразу после завтрака и катался до самого ужина, изучал окрестности. Заброшенные дачные поселки, картофельные поля от каких-то московских предприятий за пару часов езды, хорошо, если встретится несколько человек. Легкая дымка, запах гари, лесные, пустые с полустертыми белыми метками проселочные дороги и гравийки. Я тогда ничем сверхъестественным не интересовался, не пил, не курил. Обычно я не планировал маршрут, ехал куда глаза глядят. В тот день стояла жара, над дорогой дрожало марево, я выехал с деревенского проселка на асфальтированное шоссе. Еду себе, кручу педали, по обочинам в пожелтевшей траве стрекочут кузнечики, ни встречных машин, ни прохожих. Поднимаю голову и понимаю, что по обеим сторонам дороги – кладбище. Большое, не сказать, что конца не видно, но внушительное. Кладбище не старое, современное, оградки, памятники, веночки. Крестов и не заметил. Надгробия все стандартные, черные и серые гранитные плиты, и на них прикреплены фотографии. Я остановился, пригляделся, несмотря на жаркую погоду, стало зябко. Потому что на всех надгробиях были практически одинаковые фотографии, свадебные. Белая половина, невеста, черная, жених. Лица у людей разные, но фотографии все свадебные. Кладбище это плотно обступало дорогу с двух сторон. Не было ни одного посетителя, только раскаленный воздух дрожал над могилами, да еще слышно, как стрекотали кузнечики и как я сам дышу. Не скажу, что сильно напугался, но стало тревожно и тоскливо. Я прибавил скорости, но ощущение было как во сне. Вроде кручу педали со всей силой, дорога ровная, а ехать трудно и тяжело, еду медленно, будто в гору, и колеса словно вязнут в песке. А кладбище все не кончается, по сторонам проплывают синие оградки и темные надгробия с фотографиями улыбающихся женихов и невест. С меня уже под ручьями, показалось, что иду уже минут 15-20. Появилось ощущение, что кладбище вообще не отпустят, так и буду на этом шоссе до скончания времен. И чем дальше, тем больше спать хотелось, хотя ночью хорошо выспался и вообще сонливостью не отличаюсь. Хотелось съехать на обочину, прилечь подремать. Не могу описать ощущения, но как будто мягко, но настойчиво приглашают. Приляг, отдохни. Манит. Потом на ямке велик подбросило, и кладбище резко пропало, начался пустырь. И сразу стало легче ехать. Я еще долго гнал по этому шоссе, не оборачиваясь. Наконец затормозил, посмотрел на часы, стоят. Самое поразительное. Как раз на 12 дня, хотя часы надежные, папины командирские, и заводил их еще утром. Доехал до ближайшего поселка, там сельпо, зашел, купил хлеба и молока, спросил у продавщицы про кладбище. Она ответила, что никаких больших других кладбищ здесь нет, кроме маленького сельского в 5 километрах отсюда. А в той стороне, откуда я приехал, только какие-то кормовые поля. И все. Страшно опять-таки не было. Просто равнодушие и тоска на меня навалились. В дом отдыха вернулся с противоположной стороны. Матери не стал рассказывать о происшедшем, но завтра решил опять туда съездить. Хотел посмотреть на кладбище хотя бы издали, удостовериться, что правда, и сразу вернуться назад. Память у меня хорошая, но это место я уже не смог найти. Сельпо то было, поселки полупустые, дачные были, а вот кладбище женихов и невест большого как аэродром не было. Хотя я 3 дня потом его искал в этой округе. Уже прошло много лет, но иногда та поездка снится мне, очень реалистично, с подробностями, будто кинопленку закольцованную крутят. После таких снов я обычно заболеваю или еще какие неприятности случаются. Так до сих пор и не могу понять, что это было. Но точно не привиделось.